Буэнос диас, дорогие друзья из солнечной Малаги. Блин, сегодня пасмурно. Меня зовут Никита, и сегодня я приглашаю вас в путешествие в Эль Чорро. Если что, то это в Испании. Эль Чорро – это небольшой городок, расположенный на берегу водохранилища Тахо-де-ля-Энкантада. И известен в основном своей знаменитой тропой Каминито-дель-Рей. Тропа короля, которая раньше была очень опасной, труднопроходимой, но теперь ее отремонтировали, и по ней гуляют туристы взад и вперед. Но сегодня наша цель не в этом. Вот мы и в Эль Чорро. Итак, зачем же я здесь? Чтобы залезть вот на эту гору. Эта гора называется Сьерра де Ума. Ее высота 1187 метров. У подножия горы высота 250 метров, то есть вот эта стенка высотой примерно 950 метров. Ладно, шучу. На самом деле я собираюсь пролезть Виа Феррату. Виа Феррата Эль Чорро проходит с края этого горного массива. Начинается она примерно вот здесь. Дальше поднимается вверх по вот этому кулуарчику. Туда чуть левее идет троллей, то есть канат, по которому можно съезжать на ролике. Потом нужно будет подняться еще повыше. И там вот эти две башенки еще соединяются двумя веревочными переправами, веревочными мостами. И спуск с нее осуществляется туда, на другую сторону горы. Обратный маршрут пролегает вот так. Спуск по пологому участку и обратно к подножью. Виа Феррата переводится с итальянского как «дорога из железа». Виа – это дорога, феррата – железная. Что она себе представляет? Это разновидность альпинистского маршрута, которая сильно упрощена для лазания и прохождения. Как правило, на Виа Ферратах не бывает участков чистого скального лазания, либо они бывают, но на Виа Ферратах высокого уровня. На Виа Ферратах попроще. Везде, в любых почти местах есть металлические элементы, которые помогают преодолевать скальный рельеф. Это либо металлические скобы, как на лестниках, либо просто металлические штыри, либо какие-то еще элементы. Например, навесные переправы по железным тросам, либо троллеи, либо маятники, чтобы переезжать с одной точки скалы на другую, либо всякие другие элементы. Их достаточно много сейчас. Фантазия строителей Виа Феррата ничем не ограничена. Основное отличие Виа Феррата от любого другого альпинистского маршрута состоит в том, что на протяжении всей Виа Ферраты протянут стальной трос, и он периодически закреплен на скале. К этому тросу нужно цепляться с помощью специальных страховочных усов с амортизатором рывка. Подчеркну, это очень важно. Усы должны быть специальными. Это не должны быть просто куски веревки. Потому что, в отличие от альпинизма и скалолазания, где используются динамические веревки, которые гасят рывок в случае падения, здесь используется стальной трос, который, естественно, не имеет никаких динамических свойств. И в случае падения рывок будет очень жестким. Вот чтобы смягчить этот рывок, на усы пришивают специальный разрывной элемент. То есть, если человек срывается, усы натягиваются, и по достижении усилий примерно в 4-5 килоньютон этот разрывной элемент начинает разрываться, то есть нитки рвутся, и таким образом поглощают энергию рывка. Да, этот элемент одноразовый. Естественно, после срыва, если разрывной элемент пришел в действие, его необходимо поменять. Это большой недостаток такого элемента, но срыв на Виа Феррате — это редкое и крайне нежелательное явление, потому что трос прикован к скале с интервалом 3-4 метра. То есть в случае неудачного срыва полет может продлиться на 7-8 метров вниз. Можно удариться о скалы, об элементы самой Виа Ферраты. То есть
Это в любом случае небезопасно. Падать на виоферате ни в коем случае не стоит. Вот я уже подхожу к началу виофераты. Она начинается, что интересно, прямо над железной дорогой. Я вижу, что никого тут сейчас нет. Так обычно бывает по утрам. Я здесь уже был. Приезжал на той же электричке в то же самое время. Люди еще спят. Кому надо лезть на эту фигню в такую рань? И вот отсюда очень хорошо видно эту виоферату. Начинается она вот здесь. Дальше по лесенке нужно забраться вот сюда. И потом идти туда налево. За перегибом ее уже не видно. Вот он. Тот самый страховочный трос. Он прикован к скале стандартными скалолазными шлямбрами. И дальше вот он идет. Он тут начинается. И заканчивается только в самом конце виофераты. Вот этот участок на этой виоферате Эльчоро, он самый сложный. То есть видно, что лестница идет вот так, вот так, вот так. Уходит за поворотик. И вот там нависающая секция. Это самая сложная секция на всей виоферате. И мне это очень нравится. Это очень хорошо для начинающих. То есть если человек не может пролезть вот эту первую секцию виофераты, то и нечего ему тут делать. Итак, что же лежит в моем рюкзаке? Что нужно, чтобы пролезть виоферату? В первую очередь это каска. Без каски соваться на виоферат ни в коем случае нельзя. Это, конечно же, перекус. Но сейчас не о нем, а об элементах страховочного снаряжения, необходимых для прохождения виофераты. Прежде всего, это скалолазная обвязка. Подойдет любая скалолазная обвязка, сертифицированная для скалолазания либо альпинизма. Но у меня обвязочка Пецель Сита, одна из самых компактных обвязок на рынке. Она совершенно новая, этот маршрут будет первым ее испытанием. Я купил ее специально из-за того, что она такая маленькая и легкая, чтобы она помещалась в мой вот этот рюкзачок. И она предназначена для моего следующего путешествия. Но об этом позже. Следующим важнейшим элементом страховочной системы являются такие усы самостраховки. Как я говорил, они состоят из двух усов. Почему два, я сейчас расскажу. Карабинчик. И у меня особенные усы. Обычно тут просто второй карабин находится, но у меня тут находится такой краб. Это единственный такой экземпляр на рынке. Почему он такой, зачем он нужен, я тоже скажу. Ключевым элементом этих усов самостраховки и основным отличием от просто веревки является вот этот кармашек. Здесь внутри находится сшитый ремень. Вот он там закручен кружочком. То есть в случае срыва эти усы натягиваются, и ремень начинает разрываться. Он сшит, там два ремня сшиты вместе. То есть когда он начинает разрываться, разрыв ниток забирает на себя энергию, превращает энергию в тепло, таким образом гасит рывок. Тут вот нарисовано, что если вот эта контрольная полосочка порвалась, то использовать сет больше нельзя. Соответственно, здесь есть кармашек, чтобы проверить, в каком он состоянии. Также важным элементом являются перчатки. Во-первых, чтобы защитить руки от контакта с металлическими поверхностями. Во-вторых, руки потеют. И чтобы они меньше потели, можно применять кожаные перчатки. Ну и еще одним вспомогательным элементом страховочной цепи является обычный ус самостраховки просто для отдыха, чтобы в любом месте виоферата можно было прицепиться к ступеньке, либо к элементу фиксации троса и просто отдохнуть. И конкретно на эту виоферату мне еще потребуется вот такой двойной ролик, пецель стальной, с стальными роликами для преодоления троллея. Еще один важный элемент, про который никогда не стоит забывать, это правильная обувь. Виоферат — это все-таки альпинизм, поэтому обувь должна быть соответствующая, с жесткой подошвой, желательно с лазательным кантом. В принципе, подойдут и обычные трейловые кроссовки, если виоферата простая, но в специальной обуви намного удобнее и безопаснее. Как же все это работает? Вот у нас есть страховочный трос, и мы к нему пристегиваемся усом страховки. Один ус, второй ус. И двигаемся вдоль кабеля. Когда мы достигли места перестежки, нам нужно перестегнуться. Соответственно,
Это всегда делается одной рукой. Никогда не стоит экономить на этом время, потому что если вы торопитесь и пытаетесь сделать это двумя руками, можно нечаянно сделать вот так. В этот момент вы не соединены со скалой никак. То есть поскользнулся, полетел. Нет. Это нужно делать одной рукой. Одной рукой держимся. Раз. Два. И поехали дальше. В случае срыва что происходит? В обычных усах самостраховки, которые с карабинами, если вы срываетесь, вы летите до тех пор, пока карабин не достигнет вот такого гнезда, где он остается, и тогда ус самостраховки натягивается, разрывной элемент здесь разрывается, и гасит рывок. Ну, соответственно, сколько вы пролетите? Если я был вон там, упал, то карабин проскользит сверху вот до сюда, здесь остановится, потом растянется ус, потом я на нем повисну, потом задеплоится разрывной элемент, он при разрыве тоже добавляет 1–1,5 метра, соответственно, я могу даже до земли долететь, если очень плохо упаду. Чтобы уменьшить этот риск, компания Skalatec разработали вот такой крабик. Как я уже говорил, это единственный такой ус самостраховки. И он стоит настолько дорого, насколько он безопасен. Безопасен он потому, что с этим крабиком, если я срываюсь посередине троса или даже когда подхожу к следующей точке страховки, он останавливается мгновенно. Ему не нужно скользить вниз. Соответственно, глубина падения уменьшается на метры. Второй ус самостраховки остается для подстраховки. Ну и плюс, если кабель не подходит для работы этого устройства, либо на некоторых виофератах вместо кабеля проложена цепь, тогда нужно ставить сюда в прорези самый обыкновенный карабин и использовать его уже как самый обычный ус с карабином. Так, ну что ж, начинаем маршрут. Раз, сюда, перещелкиваемся, поехали.